Сегодня мы отправимся в путешествие по землям, где гиганты леса возвышаются к небу. Будьте готовы узнать о деревьях, чьи размеры поражают, и о неизведанных историях, которые они хранят в своих могучих стволах. Какие секреты и уроки природы ждут нас среди этих древних великанов? Давайте разгадаем их вместе. Чудо природы. Секвойя генерала Шермана. Этот величественный титан, самое большое по объему дерева на Земле, стоит величественно среди собратьев. Ствол цельный и крепкий, объемом более 1500 кубометров, будто памятник времени. За это время она пережила не одно стихийное бедствие и, как феникс, возродилась из своего собственного пепла. Пожары, которые угрожают жизни многих, для нее источник обновления. Кора словно доспех, оберегающий от огненных языков, а семена оживают лишь после прикосновения пламени. Каждую весну к ней притекает жизнь. Животные укрываются в ее тени. Питательные вещества проходят через корневую систему, словно подкрепляя этот монолит здоровья и силы. Она не просто дерево, а хранительница уникальной экосистемы, дающая жизнь множеству видов, включая те, что зависят исключительно от секвойи для своего существования. Возвышаясь над войнами и катастрофами, секвойя генерала Шермана неизменно напоминает о стойкости и величии природы. Невероятное чудо природы. 144-летняя гигантская глициния в парке Асикага. Раскинув свои ветви, этот гигант покрывает площадь более 21 500 футов в квадрате и производит невероятное количество, чей общий вес достигает 70 тонн. Весной парк переполнен местными пчелами, усердно собирающими нектар. И кажется, что все пространство окружено медовой мелодией их жужжания. Легенда гласит, что в дни полнолуния ее ветви оживают, распуская редкие завораживающие цветы. Эти цветы, как говорят, обладают магической силой, исцеляют больное сердце и приносят удачу каждому, кто найдет их среди зарослей. Прибавляет атмосфера история глицинии, долгожительницы, видевшей смену эпох и генераций, чьи корни, глубоко переплетенные с японской землей, наверняка хранят секреты давно минувших дней. Местные жители называют это дерево своим живым наследием, так как оно продолжает радовать глаз и давать жизнь множеству тварей, переносящих пыльцу. На далеких склонах Гималайских гор возвышается уникальный гигант, известный как самый высокий кипарис на Земле. Ствол вздымается вверх на 311 футов, величаво просматриваясь сквозь облака. Монахи местного монастыря, обосновавшиеся среди этих гор, считают кипарис священным. Они полагают, что дерево живет уже более 1000 лет, наполненное мудростью веков. Кора, как будто прошедшая через времена, несет в себе легенды об этой волшебной земле, а смола — живительный бальзам, способный исцелять душу и тело. Каждое утро монахи совершают медитативные обходы вокруг этого древнего древа, чувствуя его силу и черпая вдохновение из его корней, которые уносят их внутрь самой природы. Они верят, что кипарис соединяет небо и землю, придавая гармонию этому миру. Для них он не просто дерево, это святыня, дарующая покой и пробуждающая духовность во всем, что она окружает. Так продолжается союз природы и человека, величественный, как сам Бутан. Там, где влажные дожди питают густые джунгли Амазонки, высится величественное дерево, вызывающее благоговейное восхищение. Это сумамера, известная своей ошеломляющей высотой в 252 фута. С его массивными стволами и опорными корнями сумамера кажется живым древним титаном, который веками стоял неподвижно, наблюдая за изменениями мира вокруг. Корни его удерживают не только дерево, но и важные питательные вещества, микроклимат для пустующей жизни в его кроне. Каждый дюйм его коры — это королевство для многочисленных видов муравьев, трудящихся как искусные архитекторы и хранители этого живого собора. По мере того, как солнце опускается за горизонт, дерево превращается в эпицентр магического спектакля. Вы должны взглянуть на это дерево, чтобы разглядеть танцы неугомонных муравьев, служащих хранителями этого титанического дерева, ныряя и паря через тонны листвы. В глубине тропических лесов Юго-Восточной Азии стоит настоящее чудо природы — радужный эвкалипт, получивший имя герцогиня. Считаясь одним из самых высоких деревьев на Земле, оно достигает высоты в 262 фута. Этот гигант словно из другой вселенной, его кора меняет цвет в зависимости от времени года и состояния, в котором она находится. Красный, оранжевый, зеленый и синий цвета переплетаются, создавая удивительный фрактальный узор. Радужный эвкалипт служит домом для многих птиц, привлекая их не только своими яркими цветами, но и многочисленными лакомствами, прячущимися под его листвой. Здесь обитают колибри, попугаи и многие другие птицы. Они, в свою очередь, помогают дереву, распространяя его семена по окрестностям. Герцогиня — это символ природы, гармонии и величия. Ее корни тянутся сквозь слои земли, питая и поддерживая жизнь огромного круга обитателей леса. Траст цветов и звуков около радужного эвкалипта делает его исключительно живым местом, истинным сердцем леса и воплощением красоты природы.
В самой глубокой части новозеландских лесов возвышается Танемахута, чье имя переводится как «владыка леса». Этому древнему стражу более 2000 лет, и он продолжает стоять, напоминая о величии природы. Его величие видно издалека. Обхват ствола более 42 футов, а высота достигает почти 160 футов. Часто в сумерках вокруг него кружат новозеландские летучие мыши. Они нашли в Танемахута не только укрытие, но и союзника, предоставляющего им безопасное пристанище в своих густых ветвях. Его корона удерживает до 30 тонн воды, поддерживая микроклимат, который питает всевозможные жизненные формы, от лишайников и мхов до птиц и насекомых. Сложно представить, сколько поколений видело это дерево. Стихии и бури не раз пытались его сломить, но каждый раз Танемахута выживал как хранитель жизненной мудрости и духа леса. Это дерево, располагающееся в мексиканском городе Оахака, хранит историю веков, уходя корнями в далекое прошлое. Оно известно как дерево с самым толстым стволом в мире, имеющим не менее 98 футов в окружности. Жители местной общины называют его живым исполином и охраняют как свое сокровище. Они верят, что кипарис тули не просто украшение Земли, но и создатель собственного микроклимата, способствующего необычайному разнообразию жизни. Влажность и прохлада под его густыми ветвями делают его идеальной обителью для уникальных светящихся грибов, создающих ночами завораживающее свечение. Становясь защитником Земли и человека, это величественное дерево напоминает нам о бережном обращении к природе, чье терпение может быть столь же безграничным, как и окружность ствола кипариса тули. В сердце Индии расположен большой баньян. Это дерево, как будто сошедшее со страниц древнего эпоса, укоренилось в ботаническом саду Ахмадпура, становясь проживающим легендой своего рода. Баньян не просто дерево, а живая экосистема. Под его тенистым пологом нашли убежище как редкие птицы, так и обыкновенные попугаи. Корни баньяна сплетаются, создавая иллюзию леса, в который можно заблудиться. Они поглощают углекислый газ, что делает это дерево бесценным стражем окружающей среды. Здесь время словно остановилось. Баньян наблюдает, как приходят и уходят люди, меняются эпохи, но его пышная крона не теряет величия. Это не просто символ превосходства природы, но и свидетельство гармонии жизни, где каждый голос важен, где ничто не остается незамеченным. Здесь, под сенью ценного дерева, даже время дышит по-другому, показывая нерушимую связь с природой в ее вечности и изменчивости. В далеком уголке штата Юта, скрытая среди обыденных природных чудес, живет она. Эта живая структура из 50 тысяч деревьев, объединенных общей корневой системой, является настоящим феноменом природы. Каждое дерево кажется отдельным, но все они одно целое, как пазлы одной загадки. Возрастом 80 тысяч лет пандо является самым большим организмом на Земле. Она пережила множество эпох и климатических изменений, свидетельствуя о возникновении цивилизаций и их исчезновении. Пандаш — это не просто лес, это единый организм, где каждый новый побег дает начало новому дереву, поддерживая вечный цикл обновления и роста. Стоя среди этой колонии, чувствуешь себя крошечным по сравнению с величием, сосредоточенным в ее структуре. Пандо — это больше, чем просто лес. Это живое свидетельство мира, который был и который может быть. В сердце густых лесов Орегона возвышается неповторимое чудо природы – пихта Дорнера. Это древнее дерево, достигающее 328 футов в высоту. Поражает воображение не только своими размерами, но и своей важной ролью в поддержании экосистем. Являясь самым высоким недревесным гигантом во всем мире, пихта Дорнера оберегает истинную кладовую жизни. Ее ветви заслоняют солнечные лучи, создавая благоприятную среду для множества существ. Среди них пятнистая сова, хранительница ночной тишины леса. Пихта и ее обитатели образуют симбиотическую связь, укрепляющую природный баланс. Абсорбируя невообразимые объемы воды, дерево, словно гигантская губка, восполняет запасы местных микроэкосистем, предотвращая эрозию почвы даже в самые засушливые месяцы. В самом сердце долины Данум на Борнео возвышается настоящее чудо природы – дерево Минара. Это величественное гигантское дерево достигает высоты в 331 фут, претендуя на титул наиболее высокого тропического дерева на планете. Орангутаны, умные и находчивые создания, превратили дерево в свои дома и площадки для игр. Они ловко двигаются по его широким ветвям, словно акробаты, предлагая зрелищные номера для немногих, кому удается их увидеть. Эти приматы используют Минару в качестве безопасного убежища, как природные небоскребы, защищающие от наземных хищников и неожиданных гостей. Минара восполняет воздух кислородом, обеспечивает тень и поддерживает сложные цепочки жизни, становясь сердцем окружающего леса. Ветки и крона служат домом для птиц, насекомых и мелких животных, создавая сложную и сбалансированную экосистему.
Знакомьтесь, Чиуауа-гигант не собака, а величественный западный красный кедр в Канаде. Его внушительные размеры стерегут лесной пейзаж вроде столпа вечности. 180 футов это в высоту и 19 футов в диаметре. Это не просто самое большое дерево на Земле, но и уникальный экологический оплот, чьи ветви и кора обвиты редкими мхами и лишайниками. Чиуауа-гигант стоит здесь многие века и служит не только для восхищения его размеренностью. Это природный очиститель воздуха и важный элемент местной экосистемы. Под его сенью укрываются мхи и лишайники. Они выступают в роли индикаторов чистоты воздуха и обогащают почву питательными веществами, поддерживая сложный круговорот жизни. Это дерево — молчаливый свидетель изменяющихся эпох. Еще ему предстоит укрывать поколения живых существ и дарить прохладу в знойные дни, ответственны за его сохранение, ведь Чиуауа-гигант напоминает нам о стойкости природы и хрупкости самих людей в берегах планеты, которую стоит защищать. Глубоко в сердце национального парка Редвуд стоит Гиперион, легендарный великан лесного царства, возвышающийся среди своих могучих братьев. Это уникальное дерево вида секвойя всегда увлекало путешественников своими внушительными размерами. Представьте себе дерево высотой более 377 футов. Это выше, чем статуя свободы с постаментом. Кора Гипериона, словно броня, защищает его от бурь и времени. Секвойя в своем самостоятельно задумчивом существовании невозмутимо наблюдает за изменениями циклов сезонов и поколений людей. В этом дереве скрыта история Земли. Гиперион — живой мост между временами. В величавой тишине африканских саван Баобаб возвышается как страж времени. С его массивным стволом он напоминает гигантскую бутылку, перевернутую корнями вверх, и может достигать 98 футов в высоту и 22 футов в диаметре. С его ветвей спускаются листья и цветы, похожие на пуховые облака, которые распускаются под вечернее солнце, привлекая ночных обитателей. Тысячелетний возраст Баобабов делает их незримыми археологами, хронистами тысячелетий. Под их долговечными ветвями укрывались поколения африканских племен, а из их волокнистых стволов извлекалась вода в засушливые времена. В древних легендах говорится, что сам Бог был так раздосадован этой уродливой красотой, что посадил Баобаб вверх тормашками. Однако именно эта уникальная адаптация позволяет ему выживать в суровых условиях, накапливая влагу в течение коротких дождливых сезонов. Баобаб — это не просто дерево. Он — основа целой экосистемы, поддерживающая жизнь вокруг себя. Итак, друзья, мы погрузились в невероятную историю величественных гигантов природы, хранящих в своих корнях и ветвях все таинства земного бытия. Но многие из них стоят на грани исчезновения. Пока мы бережно охраняем этих хранителей, они учат нас ценить жизнь. Но остались ли еще тайные гиганты, сокрытые от людского глаза? В следующем выпуске мы отправимся на поиски новых чудес природы и раскроем еще больше секретов, таящихся в сердце лесов. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота, ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр.